Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Главное». В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, Марина Лагутина. Как всегда, обсуждаем новости Южного Кавказа за неделю. И сегодня у нас в гостях главный редактор Международного информационного агентства «Тренд» Эмин Алиев. Эмин, здравствуйте! Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. В субботу завершился наконец-то в Баку КОП-29, климатическая глобальная конференция. Была принята очень важная инициатива «Бакинская цель финансирования». Президент Ильхам Алиев назвал конференцию эту поворотным моментом в климатической дипломатии. И вообще это было такое мировое событие, к которому очень долго готовились. И вот оно наконец завершилось. Имин, вы были в самом эпицентре событий. Поделитесь вашим мнением, каковы итоги КОП-29 и помогла ли эта конференция пробиться Азербайджану в высшую лигу на международном уровне, как он ставит своей целью. Спасибо. На самом деле, да, КОП-29 запомнится прежде всего тем, что страны наконец-таки согласовали одну из самых критических статей известного Парижского климатического соглашения. Это статья номер 6, которая регулирует, скажем так, сотрудничество в области обмена и торговли, даже торговли объемами выбросов. И это тот камень преткновения, который удалось обойти впервые за последние порядка 10 лет шли переговоры о том, как эту статью исполнять, как страны развитые должны сотрудничать со странами развивающимися для того, чтобы вся эта история работала. Вкратце объясню, речь идет о том, что каждая из стран мира ставит своей целью снизить количество парниковых выбросов своих на определенную величину, но развитые и развивающиеся страны находятся в абсолютно неравном положении относительно друг друга. В первую очередь потому, что в развитых странах, как мы с вами понимаем, ситуация с борьбой с углеродными выбросами гораздо лучше, чем в странах развивающихся. Это во-первых. Во-вторых, они так уже, скажем так, предприняли достаточное количество усилий, и многие из стран, лидирующих стран мира, они уже, скажем так, и так с этим борются, и так, насколько это возможно, ужали свои вредные выбросы в атмосферу таким образом, чтобы не навредить собственной экономике. Продолжать дальше им просто не хватает емкости. И продолжить снижать свои углеродные выбросы без нанесения вреда самим себе, своей собственной экономике, они дальше просто не могут. В то же время есть бедные страны, малые страны, небольшие государства развивающиеся, которые, может быть, и рады бы оздоровить свою экономику, сделать ее более зеленой, уменьшить количество выбросов, которыми они загрязняют атмосферу, но сделать это у них не бывает либо технологий, либо ресурсов. В данном случае, в первую очередь, конечно, финансовых. И та самая пресловутая статья 6 Парижского соглашения, она регулирует сотрудничество между теми, кому снижать дальше некуда, и теми, кто снижать был бы и рад, да не на что. Она превращает, скажем так, объем углеродных выбросов в некий актив, которым можно торговать. Страна А, которая развивающая, которая развитая, у которой нет capacity, нет емкости для снижения дальнейшего своих углеродных выбросов, просто финансирует проекты по снижению углеродных выбросов в развивающейся стране Б. И это как бы засчитывается, этот показатель засчитывается им обоим. В итоге тот, кто хочет помочь развивающимся странам, получает это путем выделения средств на климатические проекты. Сразу скажу, эта статья являлась серьезным поводом для разногласий, потому что до сих пор страны мира не могли прийти к соглашению о том, как эти сделки регулировать, как ввести учет снизившихся объемов углеродных выбросов, по линии каких фондов и каких механизмов проводить это финансирование, кто и сколько должен платить. Это очень большая проблема, когда речь заходит о деньгах, особенно о деньгах глобального масштаба. И отрадно то, что в Баку все-таки сумели до этого договориться. Кроме того, по итогам КОП-29 выросла количественная цель по климатическому финансированию, одному из тоже очень больших проблемных моментов, когда мы говорим о глобальных усилиях в борьбе с изменением климата. Ежегодное финансирование климатических проектов в мире будет увеличено со 100 миллиардов до 300 миллиардов долларов. Это большие деньги. Да, безусловно,
безусловно, островные государства и малые государства хотели бы гораздо большего, но пока это все, до чего удалось договориться, и даже этот промежуточный результат, безусловно, является большим прорывом, потому что банально даже к 100 миллиардам в год мир шел очень долго, очень много лет. Увеличение со 100 до 300 миллиардов долларов в год на проблемы, связанные с климатом, и на помощь островным государствам, для которых изменение климата — это не просто какая-то абстрактная проблема, а буквально экзистенциальная угроза. Они просто могут уйти под воду в ближайшие годы, если ничего не будет сделано. Для них это все-таки будет каким-то большим подспорьем. А что касается Азербайджана, то, мне кажется, наша главная миссия состояла в том, чтобы организовать это глобальное мероприятие на самом высоком уровне, на котором это можно будет сделать, обеспечить безопасность участников, обеспечить площадку для переговоров, сделать все для того, чтобы участники КОП, чтобы им ничего не мешало договариваться, ничего не мешало обсуждать и ничего не мешало находить решение имеющихся у нас проблем. И, в принципе, мы с этой задачей справились на отлично, я полагаю. И об этом говорил не только я, но и участники, и главы делегации. Антонио Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, неоднократно это подчеркивал, выступая в Баку, и в своем заявлении, кстати, после КОП-29 он тоже это отмечал. В общем и целом, Азербайджан, конечно же, получил дополнительные внешнеполитические дивиденды от проведения КОП-29, подтвердив свой статус страны, которая может принимать мероприятия подобного рода и обеспечивать их комфортное, отличное, хорошее, эффективное прохождение. Спасибо большое, Мин. Ну вот взгляд со стороны теперь. Был у нас взгляд изнутри, теперь взгляд со стороны. Гея, как вам кажется? Ну, я высказывал уже в нашей программе свою точку зрения. Во-первых, давайте там с точки зрения Азербайджана. Безусловно, Азербайджан подтвердил свои компетенции проводить вот подобного рода мероприятия мирового масштаба. Я могу сказать, что на самом деле таких стран не так много, вот, которые действительно на высочайшем уровне, да, умеют, обладают возможностями и, главное, да, там, именно компетенциями. Да, то есть есть люди, которые этим могут заниматься, вот, проводить такие форумы. И этих стран не так много. Мы даже вот на примере там больших спортивных соревнований видим, что таких стран становится, их и так было мало, но становится еще меньше. Судя по тому, как Франция справилась с Олимпиадой, в общем, да, есть мнение, что, в общем, некоторые такие вот как раз возможности и какие-то навыки, они утрачиваются. Это раз. Значит, поэтому здесь Азербайджан действительно подтвердил это и в очередной раз, я бы сказал. И это, безусловно, к политическим дивидендам на международной арене относится очень серьезно. Второе, на мой взгляд, очень важная вещь, что именно в Азербайджане, именно проведение КОП-29 и те результаты, о которых Эмин сейчас говорил, и еще раз наглядно показывает, что мир изменился и что очень важные, очень серьезные проблемы начинают решать даже страны, когда не то, что там не участвуют, а когда пытаются противиться те, кого считают там, условно, да, там, цивилизованным миром. Потому что мы видели, что да, КОП-29, многие вещи, которые там произошли, они произошли вопреки мнению некоторых стран, вполне себе, да, которые считаются, ну, которые входят в золотой миллиард точно. Это второе, да, то есть мы видим наглядно изменение геополитическое и изменение как раз и как абсолютную иллюстрацию многополярного мира, вот я бы так сказал. Это тоже, на мой взгляд, очень важный итог КОП-29. Что касается вот самой наполненности, я очень осторожно, мягко говоря, отношусь к зеленой повестке, да, в том виде, в котором ее особенно на Западе представляют. На мой взгляд, есть ли проблема экологическая, есть ли проблемы, да, там, сохранения и природы, и климата, и так далее. Конечно, есть. Безусловно, это вызовы, на которые надо отвечать, и которые совместно решаются только, да, вот, совместно всем миром. Другое дело, что, на мой взгляд, я тоже об этом уже говорил, зеленая повестка как таковая и экологические какие-то проблемы, они тем же золотым миллиардом и условным, да, там, глобальным Западом, конечно, используются в качестве орудия против стран, как раз развивающихся, как их называют, там, да, третьего мира и так далее.
И то, что инициатива здесь переходит в другие руки, на мой взгляд, очень хорошо. Вот, потому что этот инструмент очень серьезный. И мы видели, да, там, и вот со времен там, Парижской вот этой конференции и того, каким образом да, те же Соединенные Штаты то входили, то выходили, то принимали, то говорили, что они не будут. То есть в зависимости от того, кто пришел, там, какая администрация и как они это все поворачивают. Вот сейчас Трамп, который пришел, да, там, к власти, и его команда, это вот те еще экологи, если честно. И мы увидим, да, что, конечно, ничего во вред своей экономике они делать не будут. Вот. И я не очень верю, честно говоря, что там тот же Трамп это будут действительно тратить большие деньги на то, чтобы помогать странам третьего мира, да, так, каким-то образом налаживать. И здесь это опять-таки уходит в компетенции, уходит в руки как раз того полюса силы, которые составляют как раз страны, которые принято называть там развивающиеся, хотя какие там Китай, да, вот это развивающаяся страна, да, ее называют там, или все-таки, да, уже первая экономика, или Индия. Вот, мне кажется, давно уже вот эти все штампы и понятия, понятийный вот этот алфавит, который есть, он давно устарел. Вот, поэтому, на мой взгляд, это действительно очень серьезное событие, которое знаменует вот такие какие-то очень важные вехи, и не только в деле там, защиты экологии. Спасибо. Поздравляем Азербайджан с завершением такого большого масштабного проекта, такой конференции, и уверены, что это будет не последнее такое большое глобальное событие. Я даже не знаю, ждем Олимпиаду, видимо, уже в Азербайджане. Ну, переходим к следующим новостям. Никол Пашинян на прошлой неделе дал большое интервью местному телевидению, за которое его в очередной раз раскритиковали как в Армении, так и за ее пределами. В нем он заявил о том, что должен быть откровенен со своим народом, чтобы Армения не потеряла государственность. В отношении Азербайджана он заявил, что нужно перестать там, что-то друг друга оставить в покое в политическом плане и развивать экономические связи не де юре, а де факто, открывать коммуникации. В общем, все очень позитивно, но тем не менее критики его подвергли, в том числе за сравнение терминов «западный Азербайджан» на территории Армении и «западная Армения» на территории Турции. Вот хотелось бы поговорить о том, как сейчас обстоят дела у нас в азербайджано-армянских отношениях, как продвигается мирный процесс, потому что за последнее время как будто многие эксперты высказывали мнение, что сдвиг какой-то произошел. Вот Эмин, опять-таки изнутри, как вам кажется, произошел какой-то сдвиг позитивный или нет? Ну, смотря что мы понимаем под позитивными сдвигами. Переговорный процесс, по сути, остановился, когда начался КОП-29, в первую очередь потому, что армянская делегация в Баку не приехала. До последнего держали интригу, рассказывали сказки, намеки кидали то в одну сторону, то в другую. В итоге так и не приехали. И, в принципе, говорить сейчас, по большому счету, да и не о чем было в последние пару недель. Вся страна, вся повестка была смещена именно, конечно, в сторону глобального саммита, в сторону климата и так далее. Кроме того, позиция Азербайджана, в принципе, не менялась, и она известна. Есть озвученные на самых разных уровнях, включая главу государства, определенные красные линии, без соблюдения которых договор подписан не будет, чтобы там Пашиняну, Мирзояну или Симоняну не казалось, о чем бы они там ни говорили, и какие бы они позитивные сигналы не посылали, есть определенные краеугольные камни, заходить за которые мы не намерены, идти на уступки, в отношении которых мы также не собираемся. Это в первую очередь касательно армянской конституции, вопрос, на который они до сих пор не дают внятного ответа. Если вы помните, то в последние месяцы армянская версия ответа на азербайджанское требование об изменении армянской конституции, содержащей территориальные претензии к нам, версия эта менялась. То они считали, что ничего не нужно делать, потому что у них в конституции ничего такого не говорится.
то они заявляли, что, в принципе, можно упомянуть в тексте мирного договора о том, что ни одно внутреннее законодательное решение не может иметь силу высшую, чем положение этого договора. То вышел армянский конституционный суд, устроил там театральное представление минут на 40 и повторил примерно этот же постулат другими, гораздо более витиеватыми выражениями. То есть по большому счету, Ереван до сих пор не понимает, что с этим делать. То в армянских СМИ появляются сообщения со ссылкой на источники в команде Пашиняна о том, что армянская сторона обращалась к Баку якобы с просьбой об отсрочке, с обещанием провести референдум об изменениях в Конституцию, но уже в 2027 году. И в целом все это, вот вся эта неразбериха, которая идет из Еревана, она заставляет сомневаться в том, какой из сигналов является правдой. На что нам реагировать? На позитивные слова Пашиняна в интервью или на действия его министра иностранных дел? На действия Пашиняна и на его попытки избежать прямых контактов, в данном случае на КОП-29, или на некие разговоры неких говорящих голов из окружения Пашиняна. Кому верить? Чтобы понимать, с кем нам разговаривать, нам нужно понимать, кто врет, а кто нет. И когда мы говорим об армяно-азербайджанских переговорах, это, конечно, большая проблема. И в принципе, очень сложно доверять человеку, который сейчас на словах выступает за скорейшую нормализацию отношений, скорейший запуск всех коммуникаций, за мир, дружбу и жвачку, но этот же самый человек буквально 5 лет назад говорил диаметрально противоположные вещи, находясь на территории Азербайджана незаконно. Он до 2020 года жил в неведении, он вышел из бункера, он не имел представления о том, что выступает в оккупированной тогда Шуше или Ханкянди. Прекрасно он имел это представление, и все он прекрасно понимал. Но получается, какой-то из пашинянов ложный, какой-то из них настоящий. Вот мы до сих пор затрудняемся поставить точный диагноз о том, какой Пашинян настоящий, а у какого отклеился ус и сбрилась борода, и это доставляет определенные проблемы. В то же время, если говорить о позитиве, мы готовы воспринимать любые позитивные сигналы из Армении, если эти позитивные сигналы сопровождаются какими-то реальными действиями. До сих пор ответы на очередные правки, очередные версии итогового мирного документа мы ждем неделями, если не месяцами. И это многое говорит. Позитивный сигнал и действие, которое запаздывает на месяц, ну, хочешь не хочешь, начинаешь верить действиям, а не позитивным сигналам. Что касается готовности армян, как они говорят, подписать мирное соглашение до конца года, Азербайджан никогда и не скрывал, что мы, в принципе, готовы к подписанию мирного соглашения буквально с одним условием. Если это будет мирное соглашение, которое будет невозможно дезавуировать любой следующей армянской власти. И именно в этом и кроется причина того, почему Азербайджан так настаивает на изменении армянской конституции. Потому что пока этого не будет сделано, каждая следующая армянская власть может легко выступить с дезавуированием подписанного пашинянской властью мирного соглашения, мотивируя это тем, что оно не соответствует армянской конституции. Самый гуманный в кавычках в мире армянский конституционный суд, я не сомневаюсь, с радостью и с удовольствием выпустит устроить еще одно театрализованное представление, где скажет прямо противоположное своим собственным словам. И что тогда? Снова воевать? Или снова погрязнуть в 30 годах конфликта? Очень, очень странный выбор. И в целом в Азербайджане есть позиция, которую в Армении до сих пор так и не осознали. Она заключается в том, что в принципе мы готовы подписать мир с Арменией, но это не означает, что мы дышим на каждом вздохе, в каждом нашем взгляде, в каждом нашем слове, в каждом нашем дне это является самоцелью. Абсолютно нет. Последние 30 лет у нас нет никаких дипломатических отношений, у нас нет никаких коммуникаций. Больше того, у нас был конфликт, война, оккупация, агрессия и весь сопутствующий этому ворох проблем, и это не мешает нам нормально жить. Если армянам мир не нужен, если они
так настроены и не хотят его заключать, мы готовы жить как бы и без него. Нам от этого, извините, не будет ни холодно, ни жарко. Жизнь Азербайджана от этого не изменится, экономика нашей страны от этого не изменится. Вот у нас нет мирного договора с Арменией, КОП-29 организовали, провели, его нам доверили, и все вроде как нормально. И я уверен, что так будет продолжаться и дальше. Это не мы зависим от одной единственной дороги через Верхний Ларс, которая прямо сейчас, кстати говоря, а это только конец ноября на календаре, прямо сейчас она встала и перекрыта на несколько дней из-за плохой погоды, из-за снегопадов. Прямо сейчас, вот как раз буквально утром сегодня власти Северной Осетии публиковали статистику по поводу того, что там сейчас происходит. Там порядка 1700 фур стоят в очереди на переход российско-грузинской границы, и порядка 600 фур из них армянские. Эти фуры могли бы там не стоять. Они могли бы въехать на территорию Российской Федерации через Дагестан, проехав по территории Азербайджана, если бы у Еревана и Баку был бы подписан мирный договор. Азербайджанские грузовики, едущие в Россию, они в таких пробках не стоят, просто потому, что они ездят по другой дороге. И от отсутствия мира с Азербайджаном для наших экспортеров и для наших импортеров ничего не поменяется. А вот Армения могла бы от этого выиграть. Не хотят. Ну, насильно мил не будешь, как говорится. Спасибо. Ну, про то, что мы готовы подписать мирный договор до конца года, по-моему, дежавю, мы в прошлом году абсолютно такая Примерно же... в это же время Да, говорили. да, примерно в это же время. Абсолютно. Ничего не меняется. Да, Совершенно ничего не меняется. Здесь вот по поводу Пашиняна, что из себя представляет Пашинян, да, какой он настоящий. Так вот он такой и настоящий. Это вот именно такой настоящий, когда он сегодня говорит одно, тут же говорит другое. Ведь это не только по отношению там, к мирному договору, не только по отношению там, к Азербайджану, допустим, или в отношениях с Турцией. Да, вот он говорит то одно, то другое. Отношения с Россией то же самое. Да, это сегодня то нет, это мы друзья, там, и мы ничего не собираемся, то мы должны уйти, то мы должны выйти и так далее. Ни да, ни нет, ни кукареку, это вот политика, которая Пашиняном провозглашена, и все время он, собственно, себе не изменяет в этом отношении. Вот это двустулье там, или как это можно еще назвать. Вот. Другое дело, что я абсолютно с ним согласен. Дело в том, что мяч не то, что на стороне Армении, он давно там. И именно Армения, армянский народ заинтересован в том, чтобы свои проблемы с соседями урегулировать. Это и транспортные, экономические, это политические, геополитические, да, любые, абсолютно культурные. Вот. Но самое главное, это уйти от вот этой 30-летнего состояния ни войны, ни мира, понимаете? Вот это, когда даже вроде как и после войны наступает мир, но он такой, что опять ведет к следующей войне и к следующему вооруженному столкновению. И в такой ситуации, конечно, жить очень тяжело, вот, и людям в том числе. Что касается вообще вот этого вот желания или нежелания, ну, на мой взгляд, это, понятно, такой волюнтаристским способом можно было решить. Когда, знаете, такие политологи там вот в Армении и сочувствующие Армении говорят, что ну вы же должны понять, Пашинян сейчас в таких условиях, когда любой шаг навстречу Азербайджану, это может привести к серьезному внутриполитическому кризису. Ну, подождите, ну, если это так, вы можете провести референдум, да? Менять, не менять. И тогда Пашинян может сказать, вот посмотрите, у меня нет поддержки народа по этому вопросу, поэтому я не могу этого сделать. Да? И тогда отложили на какое-то время, пока народ не станет думать по-другому. Либо наоборот, он получит этот карт-бланш, люди проголосуют, скажут, да, надо положить этому конец, давайте изменим там Конституцию, давайте уберем оттуда указание, что да, мы претендуем на земли другого государства и начнем жить по-другому. Ну вот, мне кажется, вполне себе был бы шаг такой. Ну, понятно, что никто на это не пойдет, это я так, мечты, розовые слоны. Вот. Но, с другой стороны, понимаете, именно Армения заинтересована в том, чтобы все это наладилось, чтобы открылись коммуникации, и чтобы действительно страна не была окружена со всех сторон, как стеной непроходимой. Да? Вот. Единственный лаз — это вот Верхний Ларс.
Да, ну вот что касается российско-армянских отношений, то состоялось заседание глав разведслужб и служб безопасности стран СНГ на этой неделе в Москве, и армянский представитель приехал, хотя до этого в заседаниях СНГ, и уж про ОДКБ и говорить нечего, они не принимали участие. И более того, там договорились о том, что в ОДКБ они в заседаниях не будут принимать, но не будут никак препятствовать действию организации, принимать решения и так далее, и так далее. То есть тоже такой немножко позитивный шаг. И сегодня же стало известно, что 25 декабря в Санкт-Петербурге пройдет заседание ЕАЭС, на котором будет председательствовать Армения, Пашинян, который специально попросил, чтобы это заседание проходило в России. Вот это что такое? Ну, я, честно говоря, я говорю, логику этого человека проследить для меня, в общем, определенная есть, составляет некоторые проблемы. Единственное, вот, чтобы я указал в связи с этим, любопытная очень статья была в американской прессе, не вспомню сейчас издание, но она или политикой, ну, серьезная, которая занимается, специализируется на международных отношениях. И там как раз вот проблемам, которые на Южном Кавказе, было посвящено довольно большое место там и внимание уделено. И там говорилось о том, что Соединенным Штатам Америки очень внимательно нужно следить за тем, что происходит в Армении, потому что вот эти политологи, которые писали эту статью, они обратили внимание на то, что Армения дрейфует от своей такой прозападной политики, что Армения устала от того, что ничего не происходит, да, с точки зрения там, интеграции в какое-то западное общество, и что они наблюдают некий крен в эту сторону. Вот, может быть, вот этот крен как раз каким-то образом и сказывается. Мне трудно сказать. Эмин, как вы думаете, Армения дрейфует куда-то или все еще на двух стульях пытается сидеть? Ну, она дрейфует в сторону третьего стула, мне кажется, постоянно. Если мы посмотрим на всю историю независимой Армении, вот после распада СССР, это все история про дрейф, который, скорее, это история про шантаж, который активно пытаются представить как дрейфом то в одну, то в другую сторону. Это был дрейф в сторону России, в обмен на лояльность, на субсидии, на газ по внутренним ценам, в обмен на спасение обветшавшей армянской инфраструктуры и так далее. Затем это был дрейф в сторону, соответственно, Франции и Запада в целом, опять же, в ожидании чего-то. Это дрейф не просто потому, что Армения очень сильно обиделась на Москву за события 20 и 23 года. Это дрейф, который сопровождается регулярными требованиями в отношении своих новых старших партнеров. Если от России Армения почему-то, по одной ей понятной причине, требовала оправдания оккупации наших территорий и чуть ли не вступления в войну на армянской стороне против Азербайджана, то сейчас они требуют от Запада каких-то очередных плюшек в виде безвизового режима, в виде кандидатства на вступление в ЕС. Поверьте мне, было бы это на повестке дня, и членство в НАТО бы потребовали. Поэтому они и размещают у себя на границе, с их стороны, армяно-азербайджанской границы, европейские миссии. Поэтому периодически сейчас в последнее время в армянских СМИ начали, опять же, со ссылкой на источники в окружении Пашиняна, публиковаться сообщения о том, что Армения предлагала Азербайджану отвести европейских наблюдателей с делимитированных участков армяно-азербайджанской границы. Это сообщение, оно не для Азербайджана вообще было опубликовано, и это месседж вообще не Азербайджану. Это снова эпизод вот этого очередного армянского дрейфа, уже на Запад. Ребят, если вы не подкинете нам еще чего-нибудь, мы будем отскакивать обратно в сторону России. Мы будем отводить европейских наблюдателей, якобы гражданских, на самом деле наполовину из разведчиков состоящих. Мы будем отводить наблюдателей от границы. Вы не получите того, чего хотите от нас, если не будете нас продолжать подкармливать либо деньгами, либо какими-то политическими дивидендами, либо на худой конец визитами Пашиняна и его супруги в разного рода европейские государства. Именно поэтому Пашинян периодически использует вот такие тактики шага вперед и двух шагов назад.
Они игнорируют мероприятия ОДКБ, но не игнорируют мероприятия ЕАЭС. Но в то же время высказывают просьбу о том, чтобы эти мероприятия проходили в Санкт-Петербурге. Министр иностранных дел Армении отказывается ездить на мероприятия многосторонних форматов с участием России, а глава спецслужб ездит. Это все вот элемент торга, элемент шантажа. Вся их история независимого армянского государства сейчас это история одной единственной тактики, какими бы ни были их власти. Что это был Карабахский клан, что это был Левон Петросян, что сейчас Никол Пашинян, что даже следующие. Их политическая школа построена на постоянном шантаже. Называть это, оформлять это как дрейф, оформлять это как попытку усидеть на двух стульях, да, возможно, но технически это шантаж. И они до сих пор, к сожалению, так и не поняли, что шантаж этот ни к чему не приводит. Они же даже нас пытались шантажировать до 2020 года. Все эти длинные переговоры, которые сменялись то позитивными сигналами, то негативными сигналами, то перестрелками, то провокациями, это все были попытки шантажа. И после войны 2020 года было абсолютно то же самое. Периодически возникают разговоры про открытие коммуникаций. Потом раз эти заявления дезавуируются. Периодически они начинают даже заговаривать о возможности покупки азербайджанского газа в обмен на запуск Зангезурского коридора. Ну, что это, если не шантаж? Причем это такой обоюдоострый шантаж. Это и попытка поторговаться с Азербайджаном, и в то же время попытка уколоть Россию. Ведь все мы понимаем, что Армения сейчас сидит на российском газе. То есть шантаж и попытки выторговать хоть что-нибудь в свою пользу, это вот такая визитная карточка современной Армении, к сожалению. И мне кажется, она имеет, вот этот фактор имеет огромное влияние буквально на все аспекты их внешней политики. И чтобы ее лучше понимать, нужно всегда держать в голове вот этот фактор как такую красную линию, как основной такой лейтмотив всего того, что они делают. Потому что иначе можно просто сломать голову в попытках понять, когда с армянской стороны вы получаете действительно искренний сигнал, а когда вы получаете некий блеф или попытку шантажа. Вот как-то так. Спасибо, Эмин. Ну и последняя наша новость на сегодня из Грузии. Заработал грузинский новый парламент, и первый вопрос, который ему предстоит решить, это выборы нового президента. Дата назначена на 14 декабря, и правящая партия выдвинула своего кандидата Михаила Кавелашвили. Мы помним прекрасно, что два предыдущих президента, которых выбирались от грузинской мечты Георгий Маргвелашвили и Саламе Зарубишвили, в процессе своей деятельности переметнулись на сторону оппозиции. И вот интересно, учтут ли в грузинской мечте свои ошибки и каким будет новый президент? Ну, он все-таки пока кандидат. Он не президент, ему надо еще выбрать. Они, безусловно, учли, ну, судя по кандидатуре. Михаил Кавелашвили очень интересная фигура. Это очень известный футболист в прошлом, вот, который играл там и за Тбилисское Динамо, и за Спартак Аланию из Владикавказа, и за Манчестер Сити. Вот, в общем, такой выдающийся спортсмен и давно уже политик. Он изначально в грузинской мечте состоял, потом он с там, несколько человек, они вышли не потому, что они что-то им там было, значит, не нравилось, они просто вышли для того, чтобы создать некую группу такую депутатов, «Сила народа», по-моему, она называется, для того, чтобы высказывать свою точку зрения более свободно, чтобы не нанося урон правящей партии. Почему не нанося урон? Потому что они очень антизападно настроены, в том числе и Михаил Кавелашвили. Он подвергал очень серьезной критике дипломатический корпус Соединенных Штатов Америки, например, и послицу, там, которая в то время была абсолютно невменяемая тетенька такая. Вот. И, значит, он критиковал и вообще выступал против вмешательства во внутренние дела Грузии со стороны иностранных представительств. Особенно по вопросам, да, таким очень чувствительным для грузин, это и там гендерная повестка, это православие, да, церковь и так далее. Вот, поэтому учли. Безусловно, Михаил Кавелашвили, если он станет президентом, он будет совершенно по-другому настроен. Это человек своих очень таких традиционных для Грузии взглядов,
Вот. И, на мой взгляд, еще очень вот эта интересная вещь, что Михаил Кавелашвили играл в свое время в Владикавказской, то есть в осетинской команде, причем играл очень удачно в 90-х годах. Они первые, тогда команда, это и была именно Алания, которая прервала гегемонию московского «Спартака» и выиграл чемпионат России. Как раз Кавелашвили в тот момент был одним из самых ярких фигур вот в той команде. И он был абсолютно для Владикавказа и для Осетии был абсолютным героем. Грузин, который играл в осетинской команде, напомню, это середина 90-х годов. Это очень непростое время в грузино-осетинских отношениях. И, соответственно, он остается для осетин, для осетинского народа таким героем, который помог самого значимого результата для осетинского футбола достичь. И, на мой взгляд, такой человек, когда говорят о примирении между грузинами, осетинами, грузинами и абхазами, такой человек на посту именно президента, в основном сейчас президент, это все-таки человек, который исполняет такие функции декоративные, так скажем, такие статусные. Вот. Мне кажется, что нахождение такого человека на этом месте для дела налаживания отношений с народами и с соседями, это очень здорово. Вот. Я бы пожелал Михаилу Кавелашвили удачи и для того, чтобы победить на этих президентских выборах. Я напомню, что там не будет президентских выборов как таковых, поэтому если грузинская мечта выдвинула, практически, в общем, судьба президентского поста ясна. Но все-таки мы, серьезная политическая программа, не будем забегать вперед. Вот. Но я всячески приветствую этот выбор, и, на мой взгляд, он как раз послужит делу объединения грузинского народа и как раз делу того, чтобы еще и налаживать отношения с соседями, с которыми в свое время, по разным причинам эти отношения были испорчены. Эмин, как на соседей смотрите, на Грузию, что у них там происходит? На самом деле мы только рады тому, что ситуация в Грузии после вот этих крайне сложных выборов стабилизировалась и ничто не угрожает развитию Грузии. В первую очередь потому, что мы способны видеть, как в наш регион пытаются влезть третьи страны. И влезть они пытаются с абсолютно собственными, простите за это слово, шкурными абсолютно интересами. Когда условный Запад влезает в процессы, происходящие на Южном Кавказе, он это делает не от большой любви ни к Азербайджану, ни к Армении, ни к Грузии. Он это делает исключительно из своих интересов. Когда Франция пытается подмять под себя Армению, она это делает не потому, что ей так дороги армяне и все армянское, а потому что она хочет таким образом заработать себе геополитических дивидендов, выдавливая оттуда Россию. То же самое касается и Грузии. Попытки дестабилизировать ситуацию перед выборами предпринимались там уже не раз, но именно вот эти выборы, они прям были такой очень критической точкой, потому что многое говорило о том, что это попытка, скажем так, в эту попытку Запад будет вкладывать очень большие силы. У них ничего не вышло, грузинский народ свой выбор сделал, и единственное, как можно к этому выбору относиться, это уважение. Кому-то этот выбор может не нравиться, кто-то может исповедовать какие-то другие ценности, но как бы в чужой монастырь со своим уставом, как говорится, не ходят, и грузинский народ выбрал свой устав, выбрал свою власть, выбрал свое будущее, и значит, этот выбор нужно уважать. Что касается функций президента, то, конечно, да, президент Грузии сейчас это в парламентской стране, это такая достаточно номинальная, как я правильно отметил, достаточно декоративная должность. И в этом, кстати, и кроется причина, наверное, вот этих конфликтов, которые были у Георгия Маргвелашвили и у Саломе Зурабишвили с грузинской мечтой, потому что в какой-то момент они что называется, шли против той роли, которая им отводилась вот в этой вертикали власти, потому что грузинская мечта, очевидно, рассматривает должность президента страны как абсолютно номинальную, как более чем протокольную.
А человек, оказавшийся в этом кресле, он подвергается соблазну, ведь он все-таки, ведь у него на табличке, на его кабинете написано, что он президент Грузии. Спасибо большое за интересную беседу. С вами была программа «Главное». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был главный редактор Международного информационного агентства «Тренд» Эмин Алиев. До свидания.